последнее время я перечитываю мангу One Punch Man, подготавливая контент к новому 3-му сезону, и у меня появился огромный, просто невероятный интерес к тому, как именно были изображены графики потенциалов главных героев Великой Космической Битвы. Почему? Потому что мне кажется, здесь скрыта истина, а Ван вместе с Муратой не до конца подробно пояснили логику мира и сил персонажей, из-за чего в интернете часто возникают споры на этой почве. Например, были ли у Гару реальные шансы победить Сайтаму или их не было совсем. Поскольку напрямую спросить мангак невозможно, я решил сделать хитрый ход и задать вопрос Сайтаме и самому Гару. Написал довольно просто, кто из вас сильнее, получив разумные каноничные ответы. Затем я по приколу спросил Рэм, знает ли она такого человека, как Рабаши. Жаль, конечно, что нет. Ну и чтобы наверняка, уточнил все интересующие меня вопросы мироздания у Пуджа из Dota 2. Он явно выглядит шарящим. Итак, мое личное мнение. Character AI как сайт суперский для завоза контента. Там даже целые стримы как-то сидели и развлекались с ребятами. Но вот во время пользования я столкнулся с проблемой. Для большего комфорта, чтобы позвонить персонажу или сделать его чуточку умнее, уже требуется некий плюс. И тут я задумался, а где же такие подписки брать выгоднее всего? Оказалось, что есть отличное решение – Marketplace GGSell. Именно там я без проблем нашел и приобрел нужную мне подписку. Во-первых, это часто выгоднее, чем покупать напрямую. Во-вторых, если какой-то товар недоступен в твоем регионе, на GGSell с большей вероятностью он есть у одного из продавцов. Это главный лайфхак, который я открыл для себя, поскольку на ближайшие 3 года нахожусь в Китае, из-за чего сложность поиска запредельная. Самое главное, что я понял, GGSell не просто магазин, а огромный маркетплейс, где продавцы со всего мира предлагают свои товары. Вот раздел с играми, ключи, аккаунты, скины. А вот целый раздел с подписками и даже сервисы и соцсети. Конечно, как и на любой торговой площадке, важно смотреть описание товара и отзывы на продавца. Это помогает выбрать надежного партнера для покупки. А если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно обратиться в техподдержку, которая поможет разрешить любой спорный вопрос. Так что, если ты ищешь игры, программы, подписки или хочешь выгодно пополнить Steam, а также купить подписку на вышеупомянутый Character AI, переходи по ссылке вверху описания под видео и в закрепленном комментарии. Покупай программы и подписки только на GGSell. Это реально выгодно. Возвращаясь к нашему вопросу, ответ, к которому я пришел, меня ошеломил, потому что с точки зрения мат-анализа и нарративной логики потенциала здесь все совершенно однозначно. Настолько конкретного ответа в целом крайне тяжело добиться, и вопреки моим первоначальным ощущениям от битвы, у Гару, казалось бы, не было ни малейшего, ни единого шанса. Но это мне еще нужно доказать и пояснить. Как же это сделать? В манге мы видели не просто график для красивого сравнения, мы наблюдали фундаментальные различия в самой природе их силы. Мы видели не рост Сайтамы, а раскрытие его относительно растущего Гару. Что в этом такого? По сути, нам с самого начала говорят, что заменимый Гару совершенно любым персонажем. То, по мнению авторов манги, график раскрытия потенциала главного героя мог бы измениться до неузнаваемости. Это, кстати, одна из немногих причин, почему Сайтаму вообще рассматривают в противники, например, с Гоку. Но это видео не об этом, хотя собираем 500 лайков и 500 рублей на оплату интернета на Бусти, и мы, конечно же, разберемся и тут. Правда, для этого мне придется пересмотреть всего-то весь Dragon Ball. Возвращаясь к нашей теме, пока Гару копирует Сайтаму и пытается достичь его потенциала, Сайтама раскрывает свою силу относительно Гару. Именно поэтому графики выглядят похоже, но имеют роковую разницу в своих формулах, которая предопределила исход столкновения еще до первого удара. Для этого видеоролика я построил эти графики в симуляции, сравнил показатели и провел настоящее расследование. Конечно же, графики созданы на глаз, ведь тяжело сказать конкретно числовые значения, и не придумал ли, например, Ван или Мурата их из головы. Но тем не менее я постарался, как минимум выглядит как в манге. И сейчас я покажу вам, почему математика — это окончательный и беспристрастный приговор для Гару, несмотря на изначальное сюжетное преимущество и преимущество во времени. Давай окунемся в контекст. Когда вышел бой с той самой главы, интернет взорвался. От сообщества на Reddit, форумах, комментариях в Телеграме повсюду кипели нешуточные страсти. Основной спор разделил фанатов на целых 2 лагеря. Первые фанаты указывали на то, что Сайтама впервые был отброшен, впервые на его лице появилось нечто похожее на концентрацию. Они говорили: смотрите, он рос в реальном времени, Гару заставил его эволюционировать, и он был ему равен. Они видели в Гару того самого противника, которого так не хватало Сайтаме, антигероя, чей рост был зеркальным отражением его собственного. Их аргумент был крайне прост: Сайтама непобедим по определению автора. В этом комедийном факте буквально задумка произведения. Настоящим разрывом было в том, что Сайтама проиграет. Но про поражение Сайтамы, если тебе это будет интересно, мы также поговорим в другой раз.
Все, что мы по сути видели, это лишь постепенное аккуратное снятие ограничений, чтобы уничтожить Гару и всю планету одним щелчком. К слову, все эти ограничения были довольно подсознательны, Сайтама все еще их не контролирует. И поскольку он изначально потерял лимитер, то есть лимит силы, о чем нам тоже говорили. Поэтому для многих фанатов Гару был всего лишь очередным кризисом, но совсем не угрозой. И в итоге кто был прав? Споры были жаркими, но все они строились на субъективных ощущениях. Одни говорили, он же вспотел, другие парировали это от скуки. И чтобы найти истину, нужно было обратиться к единственному объективному аргументу в этой битве — графикам, которые нам предоставили авторы. Итак, давайте взглянем на сердце нашего расследования, эти два уравнения — потенциала Сайтамы и потенциала Гару. Что все это значит, давай разберем. X — это не совсем сила, это некий параметр, условно время или уровень конфликта, если честно, подписано не было, но я думаю, что это ось, вдоль которой идет бой. Поскольку авторы их не подписали, мы можем смело поиграться со временем относительно каноничности самого боя. 13 — это точка калибровки, момент в битве, который авторы взяли за точку отсчета. На графике манги мы видим, что они якобы начинают одновременно, пришлось подшаманить, чтобы у них вот все было так же и у нас. 0,6 и 0,2 — это по сути стартовый капитал. Вот первая роковая разница, даже если убрать экспоненту в самой начальной точке. Потенциал Сайтамы равен 1,6, а Гару 1,2. Сайтама уже впереди на 33% благодаря своему неприкосновенному запасу силы, который был у него всегда. С учетом, что это не график силы, а скорее график потенциала, можно смело создать вывод о прямой связи этих двух параметров, пускай и не равны на самом деле. 0,15 и 0,115 — это скорость роста. По сути, самое главное, эти числа в показателе экспонента определяют, насколько круто взмывает вверх график. У Сайтамы этот коэффициент на 30% выше. Его потенциал не просто больше, он раскрывается гораздо быстрее. И важно заметить визуальную схожесть графиков, это буквально и показательная особенность того, что мы рассматриваем потенциал. Раскрытие силы Сайтамы относительно Гару. И если бы тот смог его контролировать, он бы предпочел что-то покруче простой экспоненты. Теперь же введем функцию разрыва, это функция безнадежности Гару. Математический анализ этой функции показывает шокирующую вещь. У уравнения нет решений. Эта функция никогда не опустится до нуля. Она всегда положительна. Минимальный разрыв составляет примерно 0,3 в точке x 5 и 4. Это значит, что даже самой выгодной для себя точке в идеальнейшей ситуации Гару все равно отставал от Сайтамы как минимум на 0,3 единицы потенциала, если сравнивать в вакууме. Он никогда не был ему равен, он никогда не был сильнее. С того момента разрыв только рос и рос опережающей скоростью, но опять же, никто не говорит, что эти графики не взяты в вакууме. То есть рост был совершенно не одновременен, если ты все-таки немного следил с событиями манги. И как говорится, разоблачение недалеко, воскликнут зрители. В манге же было видно, что Сайтаме тяжело, и он рос на глазах. Вот здесь мы подходим к разгадке. Мы все совершили фундаментальную ошибку, спутав потенциал и текущую применяемую силу. Потенциальная сила — карта всей силы Сайтамы, кредитный лимит. Текущая сила — это та ничтожная доля его силы, которую он применяет в быту по обычному, можно сказать, классическому применению. А вот у Гару такого разнообразия нет, у него есть только текущая сила, которая почти всегда равна его потолку, и он выжимает из себя все, что может. Пересмотрим битву. Гару использует почти весь свой потенциал, вышел на уровень, который был сравним с текущим уровнем Сайтамы. Сайтаме было тяжеловато не потому, что он проигрывал, а потому, что он впервые за долгое время что-то почувствовал. Это было удивление, а не скорее опасность. Как если бы взрослый мужчина, играющий со своим ребенком, вдруг обнаружил, что тот стал чуть сильнее толкаться. Во второй фазе, рост которого не было, ключевой момент, вокруг которого ломаются все споры в интернете. Получается, что Сайтама не рос, он не становился сильнее, он просто начинал осознанно использовать больший процент своего уже существующего бесконечного потенциала. Его движение вверх по графику — это по сути иллюзия. Он не движется вдоль кривой роста, как Гару, он мгновенно телепортируется из одной точки своей кривой в другую, более высокую. И хоть визуально это выглядит как взрывной рост, но на самом деле он просто приоткрывает еще один замок на сковывающих его цепях. И логичный вывод: Сайтама имеет неограниченный потенциал, но его сила вообще не способна развиваться. Приведем аналогию. Гару — это ракета, он с грохотом и огнем, сжигая свое топливо или потенциал, медленно, но верно набирает высоту.
Сайтама — это некая гора Эверест, он не стартовал, он уже был там. И пока Гароу ракета взлетела до уровня первых предгорий, и все думали, что они рядом, Сайтама резко показал, что настоящая вершина находится где-то в космосе. Так кто же был прав в тех жарких спорах? Отчасти оказалось, что правы все, но и ошибались они тоже в чем-то одном. Первый лагерь был прав, видя, что Гароу уникален, он действительно сильнейший после Сайтамы на тот момент манги, достиг потолка, доступного любому существу во вселенной, уступая лишь местному богу. Второй лагерь был прав в своем главном тезисе: Сайтама оказался непобедим в рамках Ванпанчмана. Этот тезис еще не оспорим, потому что бог монстров еще не раскрыт. Но оба лагеря ошиблись, думая, что стали свидетелями схватки. Математика графиков доказывает, что это была не битва. Можно сказать, что это симулятор битвы, разыгранной для Гароу. Это демонстрация того, что вселенная Ванпанчман содержит в себе два типа законов. Например, закон Гароу — это закон экспоненциального роста предела эволюции титанического усилия. И второй закон — это закон Сайтамы, некая сингулярность, абсолютная константа, которая делает бессмысленным любые расчеты, любые графики и любую борьбу. И не исключено, что для того, чтобы попасть в закон Сайтамы, необходимо пройти через закон Гароу. Гароу пытался победить сингулярность, используя эволюцию. Это так же бессмысленно, как пытаться выкопать яму до центра земли лопатой. Ты можешь быть лучшим копателем в мире, ты можешь копать быстрее всех, но твой инструмент и твоя цель принципиально несовместимы. Так были ли у Гароу шансы? С точки зрения математики, зашифрованной в этих графиках, абсолютно нет. Ни единого, они буквально нулевые. Эти формулы не просто красивая картинка, это строгое математическое доказательство. Они показывают, что сопротивление Сайтамы и Гароу — это не битва двух богов, это тщетная попытка совершенного существа достичь абсолютного. Все эти споры, вся ярость и восхищение в интернете — лишь доказательство гениальности всей этой сцены. Она создала совершенную иллюзию, которую смог развеять только холодный и безжалостный аппарат матанализа. Гароу, по сути, был пределом, к которому стремилась вся вселенная, а Сайтама был тем, кто этот предел отменил. Эти две простые формулы являются самым элегантным и неопровержимым тому доказательством. И даже если учесть, что графики были созданы в вакууме и подвинуть их так, чтобы они были более каноничны относительно сюжетной ветки, ведь Гароу изначально развивать свой потенциал по сути начал задолго до становления космическим. Кстати, возможно, этот долгий виток прямой означает стагнацию, точнее развитие его потенциала до становления космическим. А дальше в моменте принятия потенциал действительно одновременно превосходил Сайтаму. Но график потенциала — это не прямое равенство графику силы. Может, Сайтаму вообще невозможно пробить благодаря высокой прочности. Мы, кстати, все еще не знаем даже примерные характеристики, поэтому тут можно подискутировать. Могу лишь предположить, что они так же бесконечны, как и потенциал, ограниченные лишь самим восприятием Сайтамы. Пруфов все равно не будет, по крайней мере пока что, ведь на эту тему я еще не дискутировал. Спасибо за подписку на Бусти, Джаш Фострир и Ромка Бетон. Вы оба красавчики.